Это просто Мои бомба. вкусовые сосочки в восторге. Офигеть. Самяра. На Смит Буч 10 грамм. Ну вот это уже чуть больше килограмма, наверное. Всем привет, это опять я. Как и обещал, стартует наша экспедиция на Амур, где мы за 15-20 дней должны пройти около 1200 километров. Это место старта. Это скалы Три Брата. Это мыс Женкьер. И вон там вот город Александровск-Сахалинский. Это бывшая столица Сахалина. 2 раза захватывался японцами, кстати, интересно. Вот лодка, на которой пойду я. Вот с китом, касаткой внизу. Вот лодка, на которой пойдут еще ребята. То есть всего 2 лодки. В моей лодке Алексей. Привет, привет всем. Вот еще один Алексей, очень просто запомнить. Во второй лодке. Вон Максим. В той лодке шкипером. Ну что же, пожелайте нам попутного ветра. И, кстати, ну вон видно туннель в скале. Очень тут знаменитая каторжная история. А мыс Женкьер, это был тут французский исследователь Лаперус. И назвал Женкьер в честь француза, который тогда командовал частью Франции, которая теперь называется Канада. Мы уже прошли 60 километров от Александровска-Сахалинского. Остановились, ну не знаю, по-моему это скалы возле мыса Башняка. Но у меня карты нет под рукой. Я сейчас не могу посмотреть. И такое ощущение, что это Сиучи, но вот часть тех, что сидит, для Сиучи маловато. Больше похоже на каких-то морских котиков. Хотя те, кто в воде, вполне себе как Сиучи. Привет, ребята! Вот сейчас все, что вы слышите, рев, это вот, это издают они. Зрелище. Ближе я могу подойти, но я не хочу подойти ближе, они начнут все сигать в воду. Я не хочу, чтобы они сигали в воду. Вот они. Они пугаются просто. Мало ли, может кто-то попасть под винт. Видишь, вот. Оф, оф. Так. Скажу так, для Сиучи капец какие маленькие. Очень маленькие для Сиучи. Вы какие-то очень маленькие Сиучи, да, тебе говорю. Стали лагерем в горловине залива Вяхту. Разгружаем лодки. И вот смотрите, в чем тонкость. Вот видите, песочек, песочек, галька, галька, там камушки, ерунда. Опа, трава. И опа, вот здесь трава. Это значит только одно. Прошлый прилив вот оттуда доходил до сюда. Перепад от меня до лодки, ну, примерно 1,5 метра. То есть весь вот этот берег ночью, скорее всего, зальет приливом. Поэтому вот сейчас мы поставили лодки там. Ночью вода будет здесь. Поэтому если лодка за ночь не будет подтащена вот сюда, там не закреплена вон там, ее просто сдует. Поэтому сейчас мы доверяемся отливу, оставляем лодки, но уже ближе к ночи будем перетаскивать лодки вон туда вверх. А залив Вяхту красив. Вон там виден поселок Вяхту. Вон красная крыша, вышки. Ужин на Вяхту будет прост. Это свежеподжаренная горбуша и рис, обычный вареный рис. Вон там вот за Вяхту на юг находится поселок Трамбаус. И возле поселка Трамбаус местный житель нас угостил вот одним самцом горбуши. За что ему, я вот уже на месте сказал ему спасибо, но и не поленюсь сказать ему на видео. Еще раз спасибо. Утро следующего дня. Залив Вяхту раздает кунжу. Как всегда, старый добрый Доконтакт 63. Поклевки буквально на каждом забросе. То кунжа, то красноперка. Но мы уже взяли себе на поесть кунжи. Поэтому сейчас уже просто отпускаем. Не туда. Ребят потихоньку собирают лагерь. А у меня дело свое поварское. Я вот сюда в кунжу камушек.
Я в кунжут добавил немножко табаско и соевого соуса. Теперь перемешаю, запанирую и обжарю. Кунжа хорошая, с зелеными спинками. Ну, сахалинцы поймут, о чем речь. Выглядит просто отлично. Жирненькая и нагуленная. Собрали лагерь. Одеваемся. Вода еще где-то, ну, часа 2 назад была вот тут. Сейчас вода вообще вон там. Оттолкнемся. И нам вот туда, прям напрямик в Дикастре. Идем по морю уже 2 часа. И вот уже увидели берега материка. Пока они такие скалистые и неприветливые. Нам нужно вон туда, в Дикастре. Мы уже подходим к Дикастре. Вот входим в залив Чихачева. Вон видны кораблики. Вон виден выносной причал для отгрузки нефти. Вон возле него танкер стоит. Вон еще один танкер тоже ждет нефти. Она вон куда-то туда. Вот наша вторая точка остановки. Это какой-то островок в бухте Чихачева. Название пока не знаю. Сейчас только полезу гуглить, потому что вон поселок Дикастре. Оттуда уже есть связь и интернет. Тут шикарно. Тихо, спокойно. Поскольку это бухта, морской волны нету. Помаленьку вечереет. Вот солнце уже закатилось вон за те сопки. Вон за тот сухогруз прямо ушло. А я тут посмотрел, что мы в заливе Чихачева стоим. Вот остров Устричный. Господи, вот меня прям тянет на все такое. И причем мы сначала пришли на остров Базальтовый. На Базальтовом не нашли нормальной стоянки. А вот на Устричном, получается, нашли. Устрицы мне всегда всю жизнь помогают. Вот и сейчас тоже. А мы готовим картошечку с тушенкой. Утро следующего дня. По хронологии он у нас 4-й. Ну, первый день на автомобиле. А потом 2 дня морем. Вот сегодня 4-й день тоже морем и немножко на автомобиле. Вот наш уже родной остров Устричный. Вот тут вся бухта Чихачева. Вон Макс идет. Вон поселок Дикастре. Сейчас зайдем, купим там огурчиков и яблочек. Макароны у нас остались, а вот по овощам скучаем. Пришли на озеро Кизи. Вот наш маленький помощник. Представься. Эмилия. Эмилия. Можно просто Эмилия. Большое вам, ребят, спасибо. И подвезли, и помогли с топливом. Это Алексей. Ну, фактически мы выяснили, что Алексей мой коллега. Да, и тоже... еще есть тоже сахалинец. Да, и тоже сахалинец. Мы вообще-то сахалинцы. Да, мы сахалинцы, правильно. Это Герман. С Невельска, да? Можно звать Гера. Можно просто Гера. Представься. Александр. Саша очень нам хорошо помог. Коренной житель Дикастры. Коренной дикастриец. Дикастриец. Очень хорошо нам помог с топливом. Все топливо прям довез. Вот просто поглядите, там все даже не видно. Огромное количество канистр. Саша дает топливо, но топлива не видно. Воду, продукты. Короче, без помощи на месте мы бы просто скисли. Если бы не ребята, мы бы тут так быстро бы и ловко не оказались. Еще раз вам огромное спасибо. Уже вот так публично на камеру. Не за что, не за что. Вот мы с Алексеем уже в озере Большие Кизи или просто Кизи. По-моему, Большие. Просто Кизи. Ну, мы называем Кизи. Вон вдалеке Макс с другим Алексеем. А вон, видите, вдалеке вот такой прекрасный пейзаж с дымкой. Это горят 60 тысяч гектаров леса где-то в Хабаровском крае. Дым прям чувствуется по запаху. То есть где-то полыхает, и вот здесь такая прям дымная завеса. Если мы увидим, мы вам снимем, потому что у нас впереди как раз будет. Я очень надеюсь, что мы не увидим ни одного лесного пожара вблизи. Потому что очень жуткая картина. Нам вот по этому озеру идти до самого Амура. Встали лагерем на озере Кизи. Вот такой вот на озере полнейший штиль. Чайки кричат. Такая вот из-за этих пожаров дымка. Солнце красного цвета. Вот тут в воде вот постоянно кто-то плавает. Ладно, еще маленькая рыба. Тут на самой мели, где вот камни видно, то есть глубина меньше, чем по щиколотку, стоят такие довольно крупные рыбы. И каждый раз, когда я подхожу, они убегают.
Может, карась какой-то, не знаю, кто это. И вот у меня на колебалку только что вот была поклевка там вдалеке. Ну так, по буруну рыба была неплохая, но она сошла. Какая-то вот первая рыба клюнула, она ко дну давит, пока даже не увидел кто. Какая-то странная. Ой, сом! Сом! Мой первый в жизни сом. Так, ребятки. Он забагрился колебалкой, видимо, атаковал и промазал. О, ребята уже пилят дрова. Так, ребята пилят дрова, а у меня мой первый в жизни сом. Офигеть. Только на картинках раньше видел. Ну, не сом, разумеется, саменок. Я очень надеюсь, все-таки сама я тоже поймаю. Но это вообще супер. Вот эта рыба. Нам ребята местные дали с собой карасей. Поэтому сама я сейчас отпущу. Нам не нужно столько рыбы, тут жара, он пропадет. А у нас еще караси не съедены. Ты ж погляди, какой красавчик-то, а. Офигеть. Самяра. На Смит Буч 10 грамм. Вон ребята работают по лагерю. А я, как обычно, на готовке. Вот разделанные половинки карасей. Он уже жарится. Карась для меня такая не самая любимая мной рыба. Но вот под костерочек погрызть эти косточки. Милое дело. А здесь кофеек. Новый день, новое утро. Начинаю завтрак с любимой унитазной кружки. Ну, это я про размер. Кабачковая икра, груши, хлеб, сгущенное молоко. И если кто-то в комментариях будет говорить про несовместимость этих продуктов, ребят, возможно, у вас просто слабый желудок. Вторая за 2 дня результативная поклевка. В этот раз отличился Леха. Кого тащит Леха, нам неизвестно, но в отличие от сама, у этой штуки вроде как есть плавник. О, Леха, это кто? Это кто? По-моему, это этот. То ли верхогляд, или... Ё-моё. В чем минус амура, Леха? Мы не знаем тут рыб, как они называются. Так, сейчас свою удочку положу. Короче, это, не знаю, монгольский краснопер, плоскоголовый жерех. Да погоди. Он уже наш. Монгольский краснопер или плоскоголовый жерех? Мы, к сожалению, не знаем. Ну, наверное, монгольский краснопер может быть. Буквально следующий заброс после Лехи. И такая же рыба. Они тут, видимо, стаями. О, это еще больше. Класс. Ой, это здоровый, это, наверное, Да нет, такой же. килограмма 2,5-3, да? Не-не-не, ну, 1,5. Класс вообще. 1,5. Мы таких отпускаем, мы не знаем, как их есть, скорее всего, костлявые. Мы хотим поймать Сама и сожрать сама. Мы тут ждем, понимаете ли, сама. У нас тут у Лехи несколько сходов сомиков прям под берегом. И тут щучка клюет. Капец. Щучку на уху. Да не, если что, уха из карасей, щучку отпустим. На жареху нужен сом. Леха, старайся. У Лехи сама 4 ушло, наверное. За сегодня это моя 3-я щука. И в кои-то веке щука, ну, таких уже более-менее нормальных размеров. На Сахалине я, конечно, амурскую щуку ловил и покрупнее. Вот такой уже вот в черный крабчик. Но здесь тоже приятно, когда рыбка клюет. Это хорошо. Ай. Проезжали мимо чудесные ребята и подарили нам немножко сига. И мы сварили с сига уху. Вот в котелке жир, это все сига, огромный слой. Сделали талу. Ну, то есть это сырой сиг. Сейчас готовимся сига жарить. Ох, это мой первый в жизни сиг. Я уже чувствую, что это бомбическая рыба. Как вам талай сига? Можно проглотить язык.
я вам напомню. Леха с Нижнего Новгорода. Макс с Сахалина, а Леха тоже с Нижнего Новгорода. И как ваш нижегородский вкус? Замечательно. Бомба. Бомба. Да сахалинский-то понятно, мы-то видели. Ну да, 2 года назад на Дальже я ел сига. Ну, кстати, я им сига в первый раз, и вот талай сига, это просто Мои бомба. вкусовые сосочки в восторге. Очень нежная, вкусная, жирная рыба. Это мы едим сырой, немножко и уксусом подварили. Приятного аппетита. Это уха, это жареный. А вот можете лицезреть, мы после ужина пошли еще порыбачить. И вот я поймал, это уже получается 3-й сом. Минут 10 назад поймал своего 2-го в жизни сома, а вот сейчас поймал своего 3-го в жизни сома. Поскольку мы уже наелись сига, я просто этого бедолагу отпущу, но просто вот хочу зафиксировать момент. Утро следующего дня, ветер на Кизе так и не залег, получается дует уже 2 суток. Ну а как бы у меня бутерброд с вареньем, мне хорошо. Сегодня грузим вещи и идем дальше. Выходим сегодня в Амур с озера Кизи. С утра бросал примерно чуть больше часа, может даже 1,5 часа. И вот единственная щучка, которую поймал. Ну так визуально где-то 300 кило, наверное. Может 1,5 кило. Давай. Ну все, пошла работать. В общем, кидал самое разное. В конце концов решил поставить крэнк от D3 Custom. Такой вот. И она тут же в заглот съела. Я ее вытащил на берег, и уже только на берегу она отгрызла мне плетенку. Доставал прямо из глубины рта. Просторы озера Кизи. А глубина здесь, как вы видите, даже до колена не достает. Только что где-то метров 500 толкали лодки. Дотолкали вот почти по колено. Здесь уже лодки хотя бы сами плывут. А вон туда. Там выход с озера Кизи. Фух, как бурлаки на Волге. Честное слово. Называется Мариинская. Вот есть Мариинский театр, а у нас свой театр в деревне Мариинская. Причалили на очень красивом озере Иркутское. Шли до него часа 2,5, наверное, может 3 от Мариинского. Вот тут нашли такой балаганчик. Балаганчик такого, ну, не очень хорошего вида. Без печки. Причем видно, место было под печку, но то ли украли, то ли хозяин ее унес. Поэтому вот зачалили, разгружаемся. Сейчас будем кушать и порыбачим. Вот так вот этот балаганчик выглядит изнутри. Он, скорее всего, уже жителями покинут, потому что, ну, внутри он был знатно разбомблен. Мы еще немножечко порядок навели. Ну и печку. Может быть, конечно, ее забрали на лето, чтобы ее летом не украли. Но так вот, судя по виду, уже где-то год-второй в этом балагане не живут. А мы готовим макароны с тушенкой. Рыбу сегодня не поймали. А если бы и поймали, наверное, бы не довезли. Поэтому вот макарошечки. Пока. Это ребята и девчата с села Монгол на Амуре. Дали нам 1 сазан, 2 сазан, 3 сазан и 4 сазан, правда, какой-то со странным ртом. Вот сейчас мы думаем, как всю эту прорву рыбы-то съесть вообще. Съедим, нет? Спасибо. Съедим? Сидим. Борис Вадимович вот так готовит. Съедим? Да, только мы что-то сами не ловим, нас все кормят. Да, нас то сигом, то сазаном. А мы самов, Карасем, Борь. а мы самов отпускаем. Борь, нас горбушу угостили. Утро следующего дня. Переночевали вот в этом гостеприимном балаганчике. Вон ребята грузят лодки.
Вот озеро Иркутское во всей красе. С утра пытался рыбачить где-то около часа. Сазаны какие-то гигантские плещутся. На мои приманки никто не покусился. Мы уже идем по Амуру. И вот остановились посмотреть на вот такое местное чудо техники. Это тут, рейсовый автобус. Рейсовый автобус на подводных крыльях. Ну не красавец ли, а? То есть он просто от деревушки до деревушки снует, развозит людей, развозит вещи. А у нас тут батюшка Амур расщедрился. Мы почти весь день шли, но в один из моментов Леха с Максимом остановились. У них было несколько поклевок сомов. И вот одного сома Леха все-таки до лодки дотащил. Ну, не сом, конечно, сомик. Уже вечер. Но чернота, которая там, она не вечерняя. Это идет гроза, там видны молнии. Дело в том, что на Сахалине, вот в моем городе Южно-Сахалинске, гроза, раз-два в год. Поэтому я не избалован грозами, я их вижу редко и наблюдаю с интересом. Поэтому мы вот сейчас все свои вещички прячем. Тщательно пакуемся, укрепляем палатки, ждем грозы. Каждый вечер нам Амур и его притоки, озера, старицы дают почему-то ровно по одному сому. И Леха всех самов очень ловко разделывает. Ну а теперь время бытовухи и лайфхаков. Вот этот котелок из-под макарон с тушенкой, мы вчера ими ужинали, а сегодня ими же позавтракали. И вот там даже немножко пригорело. Моя одежда замачивается. Тут пачкаться в лодке особенно нечему. Так вот только пот, может, трава, брызги от еды. Вот эта вот коробочка от моей газовой печки. Я ее использую как заслон от ветра для печки. Поэтому коробка вечно вся в брызгах жира. Вот на стенках тут. Он прям таким уже слоем. И к жиру прилипает песок, какая-то гарь. Вот насекомые прилипают. Все это надо как-то мыть. Вот простейший способ. Дома я им, конечно, чищу вытяжку. Но здесь, извините, в лесу вытяжек нет. Тут довольно помпезно написано, что это средство для всего. Но, скажу так, в походе оно реально для всего. Вот в этом сотейничке у нас недавно вскипевшая вода. Сыпем туда 3 ложки веселого порошка. И он уже, видите, как начал себя весело вести. Теперь дальше этот порошок нужно растворить, помешав. И теперь справедливо разделить вот этот, почти 1,5-литровый сотейник на посуду, на одежду и на коробку из-под печки. А вот теперь все это дело долить уже холодной водой. Я вот беру прямо из озера. Так вот. В одежду особенно лить не стану. В котелок налью доверху. И как забавно шипит уже. И в ящик налью тоже доверху. Вот как протекает реакция в дальнейшем. То есть сверху поверхность белая пена, это вот снизу поднимаются микроскопические пузырики. А вот здесь вот уже пузырики подняли наверх какую-то вот часть еды пригоревшей. Там вот пузырики видны хуже всех, видимо, одежда все задержала на себе. Вот чуть-чуть видно, что булькает. Прошло минут 20. Я пока ходил, занимался лагерными делами. И за эти 20 минут раза 2 подходил и шоркал все вот этой вот щеткой. Самое время так вот все взбаламутив, вылить все. В принципе, все как обычно. Все как обычно. Получилась достаточно чистая коробка, которую я, разумеется, забрызгаю маслом, в этот же ужин уже. Поэтому все это такой... Это как посуда примерно. Моешь на полчаса только вещь. Потом снова грязная.
Так, а ну-ка, что здесь? О, сверху слой уже какой всякой бяки. Я, кстати, не боюсь это выливать в озеро. Ну вот котелок уже чистый. Даже вот особенно шоркать уже не надо. Я не боюсь выливать всю эту грязь в озеро, потому что при распаде этот порошок образует раз соду и два кислород. Больше ничего. То есть сода и кислород. Поэтому мы имеем чистый котелок, чистый бокс. Будь это дома, я бы, возможно, как-то сделал чуть-чуть тщательнее. Но я в лесу, тут и так неплохо. Одежду буду полоскать вечером. Вечером же и развешиваю, а пока как бы не до нее. Средства брал по отзывам на Wildberries. Брал в основном чистить себе решетку для вытяжки. Но теперь беру ее на природу. На природе реально вот использую ее почти для всего. Кому интересно, оставлю ссылку на магазин Wildberries в описании к видео. Вот так вот в среднем выглядит обычный наш средний день. Мы идем по очередной какой-нибудь протоке Амура. Впереди Макс с Лехой. Вот Леха у меня в лодке. И больше ничего не происходит. Правда, у нас сегодня остановка с дозаправкой. Сходим в магазин за продуктами. Мы уже в поселке Богородское. Причалились, поели. Собачка к нам пришла поздороваться. А здесь меня все оставляют. И вон, видите, на пассажирском сиденье женщина. Это мэр поселка Богородское. Вот ребята поедут туда, я так понял, в музей. Меня оставляют вместе с этой собачкой сторожить все хозяйство. В Богородском жара. Несмотря на то, что сейчас с Амура дует такой ветер, сидеть просто невыносимо. Только и держусь, что на воде. Да, песик? Вот такая ерунда. Собачка умная, лапу дает. Остановились с лагерем на следующем озере. В этот раз не стали заходить в само озеро, а встали на его впадении в Амур. Потому что вот перед вашими глазами уже Амур, сам батюшка. Дело в том, что весь прошлый день на озере я вот, допустим, не поймал ни одной рыбы. Один вот Леха поймал 3 щуки, другой Леха поймал 1 щуку, Максим поймал сомика, и все. Я вообще с нулем. Вот сейчас вот я где-то тут кидал минут 30, за 30 минут поймал 1 конька на 250 грамм. Больше ничего. Ну, для тех, кто с материка, конек это такой пескарь, только просто очень большой. Ну, а вот и мой первый судак этой поездки. Ну, судак, конечно, говорить так преждевременно, судачок малюсенький, причем вот судачок с конкретным шрамом, его кто-то сожрать пытался. У нас сегодня полно мяса, я его отпускаю. Хотелось бы, чтобы это было только начало. И смех, и грех. Поймал я всего 1 конька и 2 судачков. Очередное утро на Амуре. Кажется, уже день 10 пошел. И вот здесь на берегу такая вот интересная штучка валяется. Эта рыбка называется касатка. Кажется, касатка-скрипун, если не ошибаюсь. Потому что тут есть еще касатка-плеть. Вот такой рыбкой порой берега бывают просто усыпаны. Вот лежат, вот сейчас вот одна лежит, а бывает просто ее десятки. Вот я держу ее за боковой шип, а у нее еще их 2. Вот один спинной и один еще боковой. Не знаю, в этом ли причина, что у нас так плохо клюет рыба. Может, она просто дохнет и не успевает до наших приманок доплыть. Как знать. Очередная остановка у очередного поселочка на Амуре. Поселок с интересным названием Тыр. То есть 3 буквы. Тыр. Интересно, все местные жители любят шутку про тыры-пыры, всюду дыры? Или наоборот, она их так уже задолбала, что готовы бить любого, кто это скажет. У нас новый день на воде. Макс, Леха, Гена, Стас, Турбо. Да. У нас утрянка. На утрянке у меня сошел какой-то карась, которого я зацепил за спину. И бегала за воблером щучка. Рыбой нас Амур батюшка не балует.
Поэтому берем, что есть. Ну, не то, что берем. Берем не буквально. Мы отпускаем, потому что мы постоянно перемещаемся, и нам невозможно брать рыбу, иначе она пропадет. Иногда возьмем на покушать чуть-чуть. И все. У нас Леха и Леха с Нижнего Новгорода. И они негодуют, почему у нас такое свинское отношение к щуке и такое любовное отношение к сому. Потому что для них сом — это помойная рыба, а щука — вершина всего. А для нас наоборот. Для нас сом — это прикольная, интересная, вкусная рыба, а щука — жесткая, невкусная, костлявая ерунда. В щучью Эльдораду зашли. О, хорошая дырочка среди травы. Нет, ну это мелкая. У меня больше атаковала. У меня было 4 поклевки. 4 заброса. О, ты промазала. Вот она! Съела! Ах ты! Шикарно! Выпрыгивала щука просто. Скакала за блесной. Крутяк. Крутяк. Борщ этот что-то кругом. Это что-то? Это кто тут? Ну, наверное, не щука. Какого-нибудь карася вспугнули, что ли. Да и сколько их тут? Это несколько рыб было сразу. Стая какая-то. Вот она! Ах ты! Сошла! С травы сдернул, тут же хапнула. Что-то какой-то щучий рай. Вот она! Доела. Доела. Ну, так, чуть-чуть побольше. Так, фрикцион подтянуть чуть-чуть. Ну, так, нормально. Больше, чем предыдущие, ну и на этом, слава богу. О, вот щука, вот она. Ё-моё. Давай бросай. О, щучку спугнули. Это моя, я ее долбанул немного. О! Промазала. Шикарно. Что так медленно вел. А прям так вальяжно. Блин. Вот она. Да, со щукой тут полный порядок. Но, скажу такое, такие раздачи у меня и на Сахалине случались. Так что тут Амур как бы в этом плане не удивил. Ох ты. Кругом щуки. Везде прыгают. Тут какое-то прям партсобрание накрыли. Вот она! Подводил уже к краю воды, резко ускорил блесну. И она вот выскочила и вжрала. Ну, размер опять обычный. Такая вся щучка-травянка. Щучка. Щуки тут просто капец. Капец сколько. Вот она! Фу! Сорян. Да вот она у тебя за блесной бежала, вот тут развернулась, прям под лодкой. О, Леха, крокодила зарядил? Да не. Вот она, прям щука. Спугнули щучку. Вот он. Понравился лип-гриб? Будь готов мне его сейчас дать. У меня тут для него клиентура приплыла. Хотя нет, эту клиентуру, скорее всего, так, без лип-грипа отоварю. Эту клиентуру и без лип-грипа можно обуть. Отлично. Отлично, Алексей.
У вас в Нижнем также клюет? Вот так! Офигеть! Вот это был удар. Ну и размер. Размер не маленький. Да, размер чуть больше, чем я ловил до этого. Так. Да уж. Да уж. Напали на Эльдораду. Опа-на. Смотри, вон две сразу. Эльдорадо то, что надо. Ну вот это уже чуть больше килограмма, наверное. Просто смотри, вот. Ух ты, нападение, господи! Маленькая, правда, но зато весело. Вот то, как колебалка упала, все тут же. Еще и маленькая, дерзкая, прыткая. Ну хорошо, хоть сама сошла. Ты как у Лехи. То сейчас, подожди, ее Леха же даже не поднял. О, Леша. Это где-то под 4. Да? Сделай фотку мне. Давай. Скажи, да? Вот она. Ну, давай. Давай. Съела. Съела, доела. Дуплетами клюют. И Леха еще только совет. О, это неплохая. Так. Вот, смотри, какая большая. О, хорошая, Леха. О, сама отцепилась. Отлично. Все ловят дуплетами. Рыбы, как в Бразилии Донов Педро. Вот сразу нападение. Обожаю. Ну как, на свечку. Хороший щучк. Хороший щучк. Хотя не, обычный щучк. Обычный, да. Просто за ус завел, поэтому давил тяжелее. Что ж ты наделал, щучка? Мне же опять блесну из тебя выковыривать 1,5 года. Я это так не люблю делать. Так. Все. Хирургическая операция прошла, ну так, малой кровью, я считаю. Щучку можно отпускать. Я чехлюсь. Все, рыбалка закончена. Нам сегодня еще 140 км идти. Рыба рыбой, а мы опять едем. Вот такие вот, как в песне, высокие берега Амура. Едем по Амуру, раздуло волнишку. Вон там вдалеке виден поселок Маго. Я там был 2 года назад, пытался рыбачить, ничего не поймал. Всем, кто с Маго, привет. Вот так вот мало-помалу дошли до Николаевска на Амуре. Вот он, Николаевск. А вот, по-моему, наша бухточка, где мы встанем на ночевку. Зачалили в бухточке, разгрузились, смотрим, как идет метеор или там ракета. И вот у меня клюнул судачишка. Маленький, конечно, но из судачишки мы сегодня сделаем суп. Ну и надеюсь, но это не последний судачишка. Может, еще поймаем несколько штучек. Нам на 4 хотелось бы 4 таких судачишки, как минимум. И вот получается все это с видом на Николаевск на Амуре. Полчаса буквально порыбачил с видом на Комсомольск.
поймал 5 маленьких судачишек. Нам это как раз пожарить нам на ужин. Рыбалку на этом прекращаю. Будет жареный судачок. Вот так вот выглядят эти 5 жареных судачков. Сейчас вот с видом на Николаевск будем ужинать. Какая красотища, а? У нас утренние сборы. Ребята сейчас поедут за топливом в Николаевск. Я останусь на лагере и заодно порыбачу немножко. Я вот тут вчера вечером жег костер. Интересная штука приключилась. Вот видите, возле костра какая-то непонятная шелуха лежит. Это на огонь летели 1000 мотыльков. И эти 1000 мотыльков от костра сгорали. И я просто офигел вчера. Поэтому я в костер даже подкладывать не стал. Так вот его разжег, чуть-чуть погрелся и потушил. Час день, днем мотыльки не летают. А здесь у нас за кустом умирающий орел. Ну, то есть мы не знаем, что он прям там конкретно умирающий. Но выглядит он плохо. Мы стараемся к нему не подходить, не тревожить. Скорее всего, старый. Возможно, молодой, его поклевали вороны. У нас тут орлов клюют вороны, бьют их. Так что мы точно не знаем, что с ним случилось. Выглядит он не ахти и, скорее всего, скоро очень будет помирай. Поэтому мы просто стараемся его не тормошить. Он вот тут, наш лагерь тут, и наши пути не пересекаются. У нас, как вы видите, сушится одежда и растянут шатер. Нас тут конкретно пополивало дождем. А сейчас вот, знаете, вот как будто и не было ничего. Тишь, гладь, Божья благодать. Вон, Паша. Может, кто помнит видео с прошлой экспедиции? Паша там тоже был. Сейчас мы опять приехали к нему в гости. Паша зашел к нам порыбачить. Только у нас что-то ни черта не клюет. Вчера вот 5 судаков. Мне даже стыдно немножко перед человеком. Я ему говорю, тут клюет прям. А он мне говорит, что клюет у них в мага. И звал меня в мага. Я ему говорю, зацеп. Я ему говорю, да какое мага, у нас тут клюет под боком. А вот в итоге сегодня мы только зацепы и ловим. Вот смотрите, что у нас тут произошло. Короче, ловили с Пашей. Тут он говорит, какой-то монстр сел. Это была его первая приманка, это вот батоновская резина. Оборвала. И вот на вторую наконец-то зацепилась. За эту же сторону? Да, за эту же сторону рта. Вот тут прям вот под берегом плавала. И мне тут тоже кто-то резинку срезал, возможно, она же. А можно прямо сейчас посмотреть? Осторожненько. Нет, в видно, да? пасти пусто, да. Значит, другой монстр. Есть смысл еще половить с этой точки. У нас вечереет. И начали клевать вот такие, Когда я зря кинул. вот такие прозрачные судачки. На батоновскую резину на граммовые огрузки клюют. Мы их сажаем в ручей. Я буду из них делать тидинги. Корейское блюдо. Очень хотел сделать его из судака. По поводу того, что мы берем мелких. Ну, вообще, какой есть, такого и берем. Он вкусный. Достаточно вкусный. Как наша навага. Ну, если вот сахалинцам, чтобы было понятно, он по вкусу вот прям один в один навага. А во-вторых, для амура это инвазивный вид. Появился тут 10 лет назад, поэтому не вижу ничего плохого изымать его всего к черту. Вот так наш лагерь выглядит с берега. Вот этот вот знак начала судового хода, где заканчивается официально море и начинается река. Или наоборот, да. Вот Паша, я его везу обратно домой в Николаевск. А вот на Амуре, вот видите, летают мотыльки. Вот сейчас вот завечерело, их уже много, а будет ночью просто миллиарды. Поденки какие-то или там что-то такое облепляют все просто тоннами. Максим поймал щуку килограмма на 3. Сейчас ее горячего копчения делаем. С видом на вечерний Николаевск на Амуре. Ребята купили там для меня бутылочку Зинфанделя, поэтому щучка будет под хороший аккомпанемент вон у нас в шатре. Посмотрим, как закоптилась щучка.
Ну, по мне так она объективно закоптилась. Как можете заметить, не вскрываем брюхо, а кишки достаем ложкой через отверстие, где была голова. Это делается для того, чтобы сок не пропадал просто так впустую. И вот это есть тут специальная штука, это ёршик для гриля. Ну, тоже специальный выберовский. И вот я его подсовываю вот так под решетку и поднимаю щучку. Ой, как сок с нее полился. Дело в том, что она, скорее всего, прилипла к решетке. И на стол ее нужно нести на решетке. Итого у нас на столе тидинги. Вот это филе щуки. Это маленькие судачки. Такой супчик. Воды должно быть, по идее, меньше. Я просто налил побольше, чтобы люди похлебали горяченького. К этому вареный рис и копченая щука. Очень Пожелайте нам приятного аппетита. Очень вкусно, ребят. Приятного аппетита. Приятного. Все, короче, уже Спасибо, лопают, Боря. да? Да, Борис Владимирович, вы не стойте, присоединяйтесь. Борис Вадимович тут бегает, и все уже лопают. Ну, хоть зинфандельчика попили вместе с паденками и с кем-то еще, с какими-то мухами. Готовимся отчаливать уже. Почти все собрались. В распадке свистит тряпчик, как полоумный. Меня, наверное, провожает. Ветер крепчает, свежеет. Погода, скорее всего, спортится. Мы приняли решение сегодня быстрым ходом идти до Лазарева погиби. Постараться добраться туда, если море, конечно, пустит. Ну что, нас можно поздравить. Вот сейчас в кадре поселок Лазарев. И вот это вот море вокруг, это пролив Невельского. А вон там вот такой плоский, как блинчик, как лепешечка. Родной Сахалинушка лежит. Вот здесь вот Хабаровский край, скалы, все вверх. А там вот ровненько, гладенько. Алексей, ощущаете удовлетворенность? Да, отлично. Немного осталось. Совсем чуть-чуть. Вот мы уже высадились в Лазарево. Местный житель Валера, большое ему спасибо, нас заправил. Ну, не заправил, а помог нам съездить до заправки, где мы купили топливо. Вот так тут все выглядит. Вон часть поселка, вон еще часть поселка. И вот здесь получается такая уже какая-то многоэтажная часть поселка. Вот получается пролив Невельского. Вон там вот вдалеке тонкая полосочка, это Сахалин. А вон там маленький островок. Островок рукотворный, насыпной. При Сталине здесь была стройка. Строили подземный переход с материка на Сахалин. Сталин умер, проект законсервировали, но вот островок остался. Сейчас в планах проехать мимо этого островка, хоть немножечко поглядеть на него. Вот этот островок издалека. У нас, честно говоря, сейчас нет времени подходить к нему вплотную, высаживаться. Нам вот еще в переход на Сахалин туда так порядочно шлепать. Ну тут теперь, сами видите, живут чайки и бакланы. Вон вдалеке летают черненькие, это бакланы. А вблизи такие размашисто крыльями, это чайки. Вон там видны какие-то остатки металлических конструкций. Ну и да, скорее всего, действительно остров рукотворный. И вот получается, он с того мыса, вот до этого острова, и от этого острова вон туда, где белая вышка на Сахалине уже торчит. Делали подземный переход и не доделали. К сожалению, а может, кстати, и к счастью. Пришли мы уже на Сахалин. На Сахалине нас встречает вот такой вот шикарный орлан. Не боится ведь, зараза. Вот вошли в речку. Он после нас остался уже, получается, Татарский пролив. Вот такая вот речушка. Сейчас вот ищем, где остановиться, уже встать лагерем. И поскорее готовить кушать, а то очень, извините, хочется. Вот такое вот красивое местечко выбрали для лагеря. За красоту, правда, приходится платить. Нас тут заживо жрет комар, мошка.
еще какие-то мелкие твари. Но бог с ним, с этим всем. Я уже тут обловился. Поймал вот такого маленького хариуса на вертушечку, на маленькую. Ну, нам бы еще 3 хариусов, и уже будет что поужинать. Утречка на реке. Так и вчера, кроме одного хариуса, одной красноперки, ничего не поймал. Вот с утра жарю единственного хариуса. Мы уже позавтракали. Сейчас вот вчетвером попробуем этого хариуса. Ну, правда, мужики с утра поймали 5-6 тайменей и 2 монгольских краснопера. Монгольский краснопер заходит на Сахалин с Амура и в этих речках ловится. Кстати, речка называется Уанга. Или Уанги. Ну, по-моему, Уанга. Вот выходим в устье Уанги. Погода, конечно, идеальный штиль. Будем надеяться, что на море это тоже правило сохранится. Сейчас сильный отлив, поэтому приходится искать фарватер. Алексей, вам как нижегородцу, как вот местные места? Мне Сахалин больше понравился, чем Амур. Это вот моя природа. Мне нравятся вот эти дикие реки. Я был на севере Сахалина, Валовая и еще какая-то река в заливе Коя. Очень понравилась. И эта река сопоставима. С утра хорошо половили, поймали, наверное, порядка 7 тайменей, может 8. И какие-то... И монгольский краснопер. Монгольский краснопер. Я поддержу. Сахалинские реки мне как-то милее. Да, но очень мало времени дали нам. Да, времени у нас было катастрофически мало. У нас в лодке радостное событие. Время 9 вечера, и мы прибыли. Мы прибыли в конечную точку нашего морского путешествия, то есть морской части. Это город Александров-Сахалинский, вон скалы Три Брата, мыс Женкьер, откуда мы отчаливали. Завтра нам путь уже по суше до Южно-Сахалинска. Вот такое вот море. Сегодня нас и потрепало, и было оно и спокойное, и не очень спокойное, и брызгливое, и ветреное. Что, Алексей, как оцениваете сегодняшний переход? Довольно сложный. Была такая короткая волна, лодку постоянно била. Ну, справились. Вон там идет Макс с Лехой. У них что-то мотор забарахлил. Поэтому мы их постоянно ждем. Вот и сейчас ждем. Так, идем брать интервью у Алексея. Да, слушаю. Алексей, ну как сегодняшний переход? Прекрасный. Чуть-чуть успокоительного, и все прошло в порядке. На Новопассити ехал? Мы просто видели, как в лодке ты работал центровочным грузиком. Обычно для этих дел используют мешки с песком, там гирьки, а тут вдруг хопа, человек живой. Ничего, я опытный в этом плане. Я всю экспедицию работал этим грузиком. Ну что же, экспедиция закончена. Мы уже в Южно-Сахалинске. Вот это питомничек Сибуину. Они, правда, все там попрятались от жары. А вот Максим накачивает лодку. Мы сейчас будем ее мыть. Вся в песке, когда сворачивали, всю испачкали. Моем нашу лодочку. Я ее всю поездку называл «Моя рыбка». Из-за того, что вот тут у Ротана логотип, такая зубастая рыбка. Компания Ротан сделала нам очень щедрую скидку при покупке лодки. И, скажем так, в обмен на скидку просто попросила такой правдивый обзор. Обзор-впечатление о лодке. Я в первый раз сидел за штурвалом в лодке, у которой, сейчас покажу, у которой нет киля, зато 2 киля справа и слева. То есть, так сказать, днище катамаранного типа. То есть вот здесь вот надувное дно, здесь надувной киль и там надувной киль. Отличий от лодок с классическим килем, ну я имею в виду лодки с надувным дном, я заметил только одно. Лодку с классическим килем, иногда румпелем, подлавливаешь на волнах, потому что она немножко рыскает. Эту лодку гораздо проще удерживать на заданном курсе. В остальном, как бы каких-то радикальных каких-то отличий от лодок с классическим килем я не наблюдал. Ну и теперь немножко о специфике. Вот видите, как низко находится нос. Если бы была бы лодка килевая, нос находился бы примерно вот на такой высоте. С этой лодки гораздо проще высаживаться. То есть вы швартуетесь носом
незнакомом месте, на незнакомой реке. И через нос имеете шанс очень быстро выпрыгнуть, не перелезая вот этот тут бугор из-за киля. Эти лодки очень чувствительны к развесовке, поэтому внимательно смотрите, как у вас уложен груз. И никогда не стесняйтесь попробовать переложить груз. Можете получить прибавку 1-2 км в час, ну, к суммарной скорости. И еще очень важно следить за развесовкой по бортам. Если вы сильно перегрузили один борт, а другой не догрузили, один киль будет зарываться в воду сильнее другого, и таким образом вас будет постоянно вот в какую-то сторону волочить. Еще хотелось бы сказать про носовой тент. Мы его сейчас не поставили, он мешает мыть лодку. Тент вот здесь вот из прозрачной пленки, то есть сквозь тент видно, куда ты двигаешься. Тент здесь суровая необходимость. Он защищает кокпит от брызг, потому что все-таки низкий нос. Он иногда в волну чуть-чуть подныривает, брызги летят в кокпит. Тент от этого защищает. У тента вот здесь сбоку одна застежка и вот другая. И молнии. Если тебе нужно через тент вылезти, раз застежка, два застежка, молнии вниз, тент укладывается вот сюда, и вы свободно перелезаете. Лодка в целом оставила хорошее впечатление. По волне шла даже лучше, чем рип Макса. Да, на большой волне я не мог их догнать. На большой волне крупный рип с металлическим дном вот эту вот лодку просто не догонял. Она на волне не вот так вот в основном скачет, а вот так вот, с киля на киль. То есть лупить лупит, но не так сильно, как могла бы лупить. А у нас на метр подпрыгивала лодка из-за счет жесткого корпуса. Вот здесь вот можно заметить потертость. У нас тут стояли ящики, всякий скарб. Но эта потертость не на самом баллоне. Были заранее заказаны усиления на баллоны. То есть, видите, вот ткань баллона, а вот сверху ткань усиления. Поэтому мы заранее это предвидели. Скажем так, немножко поканифолили мозги производителю. Максим, ты канифолил мозги производителю? Да. Вот теперь у всех есть возможность поглядеть на то, как устроено днище. Вот вверху специальное отверстие и внизу специальное отверстие. Дело в том, что понтоны вот эти, это не они, это сверху ткань ПВХ, защищающая их. Понтон сам внутри. И вот эти отверстия, чтобы промывать это пространство от песка, мусора. Чем сейчас, собственно, и будем заниматься. Ух, пострадала лодочка, конечно. Сколько? 1200 километров протопали. Да, Максим, и, конечно, ты, я думаю, производителя подзадолбал, когда ее заказывал. У меня черный пояс, как его задолбать. Оксана Билан мужественно часами слушала все мои хотелки, просьбы. Оксана — это генеральный директор компании «Ротан». Да. Поэтому за что и огромное спасибо за терпение, вот, и за реализацию этого проекта. Лодка получилась на славу. Я очень переживал, чтобы ребята шли безопасно. И все добрались отлично. Лодка нигде не подвела, не спускала, ничего, все работало отлично. И спасибо производителю, компания Санкт-Петербурга, Оксане Билан. Вот, всем рекомендую, отличные лодки. Всем пока-пока. До свидания. До свидания, ребята.